Парни, всем привет! Как у вас сегодня дела? Надеюсь, что хорошо, потому что сегодня я хочу вас удивить, а для этого вам понадобится хорошее настроение. Как думаете, что будет, если с банана позвонить по номеру 911? Сейчас покажу. Hyundai Ioniq 6. Очень интересный автомобиль. Сейчас все расскажу, не переключайтесь. А почему он интересный? А потому что рыночек так порешал. И все дело в том, что в этом классе конкуренты более чем сумасшедшие. Volkswagen ID.7, Polestar 2, BMW i4, ну и, конечно же, Tesla Model 3. И если ты делаешь что-то скучное и неинтересное, то на рынке этих автомобилей тебе будет очень сложно и, скорее всего, ты просто уйдешь в убыток. Получилось ли у Hyundai составить достойную конкуренцию, вы напишите в комментариях, когда досмотрите этот тест-драйв. И да, не забывайте подписываться на канал. Кто не понял шутку про бананы 911, я вот вам уже впрямую намекаю, но если все равно не понимаете, спускайтесь в комментарии, там вам объяснят. Цены на этот автомобиль также достаточно серьезные. Старт от 37 с хвостиком тысяч долларов. Но если вы хотите полный привод, всякие плюшки и увеличенный объем батареи, то будьте готовы раскошелиться еще больше. Тестовый экземпляр стоит больше 52 тысяч долларов. Это комплектация Limited, максимальная, и еще какие-то плюшки можно установить опционально, но здесь есть практически все. То есть сейчас вы смотрите не какой-то пустой автомобиль, а кожа, рожи и все остальное. 320 лошадиных сил, 605 момента и 5,1 до 60 миль в час и 5,2 до 100 км в час. Будем честными, показатели не самые лучшие. И там у нас есть, привет, Илон Маск, вообще 3 с копейками секунды. При этом батарея на 77,4 киловатта-часов. И запас хода больше, чем даже у родного брата Hyundai Ioniq 5. Потому что что? Потому что коэффициент аэродинамического сопротивления 0,21. Это у нас примерно уровень Porsche Taycan. И как бы вам сказали продавцы этих Hyundai в салонах, это лучше, чем у Bugatti Chiron, у которого коэффициент аэродинамического сопротивления 0,36. Но мы с вами понимаем, что ни одним коэффициентом мы богаты, а самое главное то, какие эмоции мы получаем от автомобиля. Но к чему я это все говорю? К тому, что аэродинамика нам нужна не для разгона, а для того, чтобы увеличить наш запас хода. Ведь у электромобилей это очень важно. Я не знаю, почему об этом не говорили в других тест-драйвах и обзорах, но есть Hyundai Ioniq 5. Он также не самый быстрый, а есть Hyundai Ioniq 5N. Это заряженная версия, которая валит за 3 с копейками. Так вот, есть Hyundai Ioniq 6. Выходить на рынок с разгоном 5,1 у электричек и оставить это максимальной цифрой – это очень плохо. Соответственно, я думаю, что появится Ioniq 6N. И вот он уже будет валить, потому что потенциал у автомобиля огромный, ему ничего не мешает ехать намного быстрее. И как с каждым годом вы покупаете себе новый iPhone, потому что там появилось что-то новое, так и здесь. Они хотят, чтобы вы потратили еще больше денег, чтобы получить более быструю машину. Я думаю, что совсем скоро Hyundai Ioniq 6N появится на рынке. Если вы смотрите этот обзор спустя сколько-то лет после выхода, и он появился, дайте респекта в комментариях за то, что я ванга. Вот этот ракурс мне нравится больше всего, потому что так максимально объективно можно оценить экстерьер этого автомобиля, когда вы не видите никаких значков. И вот напишите сейчас от души, как вам вот это вот все. А я пока расскажу вам о батареях. Всего 2 варианта батареи на 53 и на 77,4 киловатта-часов. Что нам это дает? Запас хода 267 миль у обычной батареи и 362 у Long Range. Но все это на бумаге. И ключевое слово здесь на бумаге. Показатели неплохие, но все будет зависеть, естественно, от многих факторов, начиная от температуры, заканчивая тем, как сильно вы давите на педаль газа.
Точнее, не газа, а педаль электричества. Так, наверное, будет правильней. Ioniq 6 может принимать в себя до 350 киловатт. Но тут, конечно, есть один нюанс. Зарядку на 350 киловатт надо еще найти. Поэтому все мы можем принимать в себя много всего, но вот что будет на практике, я не знаю. Но если вы нашли такую зарядку, то с 10 до 80% за 18 минут она зарядится. Наверное, даже быстрее, чем ваш телефон. Давайте посмотрим цвет фар матричных в темное время суток у Hyundai Ioniq 6. Габариты, ближний свет, дальний свет, поворотник. Задняя часть Hyundai Ioniq 6. Габариты, стоп-сигнал, поворотник. Пока у нас ищутся спутники, давайте расскажу про рекуперацию. Вот этими подрулевыми лепестками мы можем ее менять. Режим iPedal, iPedal, в котором автомобиль полностью останавливается, если мы перестаем нажимать на газ. Сейчас продемонстрирую. Убираю ногу с педали газа, и идет полная остановка. Если же мы включим, допустим, третий режим, я начинаю ехать, убираю ногу с педали газа, и мы все равно продолжаем ехать. Интересный момент, что если у нас стоит максимальный уровень iPedal, третий или второй, то когда мы отпускаем педаль газа, автомобиль начинает ведь тормозить, соответственно, включаются стоп-сигналы. Но когда у нас стоит первый уровень или нулевой, то стоп-сигналы не включаются. И если на нулевом уровне это и так понятно, то почему на первом они не включаются, я не совсем понимаю. Сейчас я вам ставлю кадры с дрона, когда, используя первый уровень, я отпускаю педаль газа, но стоп-сигналы не загораются. Думаю, что они также должны загораться на первом уровне. Это все-таки какая-никакая безопасность. Мы поймали спутники. Спорт-режим. Газ в пол. $4,71. И еще раз давайте замерим разгон скорости на Hyundai Ioniq 6. Спорт-режим. Поехали. $4,73. Это я даже окно не закрыл. Из 5 очень хорошо, причем быстрее паспорта. В эко-режиме можно спокойно ехать, комфортно, ни о чем не думать. Ну и особо никуда не торопиться. Для города самое то. Если захотите протестировать такой автомобиль, сразу ставьте эко-режим и третий уровень рекуперации. Думаю, что вам понравится. Вот про это я еще более подробно расскажу, когда мы уже будем стоять, а не в движении. Есть две вещи, связанные с электромобилями, которые относятся ко всем электромобилям. Нет ни одной электрички, которая плохо рулится. И ни на одном электромобиле нет мягкой подвески, которая сглатывала бы все ямы абсолютно, и твой позвоночник не падал куда-то ниже поясницы. Само собой, мы не берем во внимание автомобили, у которых есть пневмоподвеска. Автомобиль сам подруливает, причем делает это заранее, а не у самого края полосы. Я лишь работаю педалью газа. При режиме, когда автомобиль берет рулевое управление на себя, но понятно, что это не полный какой-то автопилот и даже не полноценный круиз-контроль, потому что я хотел бы сам следить за педалью, я могу его сейчас включить, но это не имеет никакого смысла. Основная суть системы – это адекватное удержание расстояния от впереди едущего автомобиля и рулевое управление, потому что есть машины, где очень поздно реагируют, и получается, вы уже на краю полосы и совершаете какие-то не совсем адекватные маневры, что будет путать как других водителей, так и вам не будет добавлять спокойствия и позитива. Ага, ушел. На разделительное выключился. Функция работает, отрабатывает достаточно заранее. Но какие-то моменты, конечно, где она отключается или ведет себя не совсем адекватно, они присутствуют. Скорее помощник,
а не то, на что вы можете полноценно положиться. Вот это классическая история от Hyundai, когда при включении поворотника включается камера. Это очень круто, но в младших комплектациях в Ioniq 6 этого нет. Момент, о котором я не могу не сказать, когда я только сажусь в этот автомобиль, мой рост 183 сантиметра, я упираюсь в потолок, потому что у нас есть люк, и он, естественно, забирает часть пространства над вашей головой. Но потом, когда я, так сказать, скатываюсь как желе в сиденье, через пару минут уже становится все нормально. Прямо сейчас во время съемки мне пришло обновление. Илон Маск, конечно, бы посмеялся, потому что его автомобили обновляются по воздуху уже давно, но другие производители стараются не отставать. И вот Hyundai Ioniq 6 обновляется прямо при мне. Может быть, у меня появится куча каких-то новых функций. Давайте посмотрим переднюю часть. У нас здесь активные аэродинамические заслонки, 2 штуки. Они охлаждают батарею, когда это нужно. Матричная оптика. Не слепит встречных водителей. Автоматический дальний. Ну, все по стандартам, все хорошо. 20-е диски. Низкопрофильная резина. Под капотом в полноприводной версии у вас будет всего 18 литров. Это немного, но какие-нибудь документы, пакетики, что-то маленькое можете положить. В моноприводной версии уже будет около 40 литров. То есть там ниша побольше, но все равно меньше, чем в Тесле. 2 небольшие изоляционные панели. Про квадратные пиксели, о которых все говорят, я говорить не буду, но они везде, в том числе на зеркалах заднего вида. У нас есть круговой обзор, поэтому большое количество камер. Смарт-ключ. Движение вперед-назад, я уже его не буду показывать, потому что во всех Hyundai это есть, работает адекватно. Двухцветная крыша, в этой части находится люк, поэтому само собой она прозрачная. И сзади еще такая металлическая вставка. Сзади вот это вот великолепие. Никаких подвижных частей ни у этого спойлера нет. Разве что нижний работает как динамический стабилизатор. Если спереди все не совсем понятно, то когда прямо смотришь сзади, это выглядит, ну, мне нравится, выглядит хорошо. Камера. И открываем багажник. Получаем 401 литр. Он достаточно длинный, в его самые глубокие места вам будет сложно дотянуться. И если мы хотим сложить сиденье, то это делается вот таким образом. Но сиденья не складываются, их надо толкать. А поскольку толкнуть вы не сможете, это далеко, вам придется пройти в салон. И уже из салона мы можем все наклонить. Проем узкий, ну а что мы хотели от седанов? Тут никогда не бывает чего-то другого. Как это выглядит из багажника. Также есть ниша. Сюда мы можем складывать зарядку. Но мы этого делать, конечно же, не будем. Больше ничего примечательного про багажник говорить не стоит. Закрывается также с кнопки. Зарядный лючок. CCS разъем. Задний ряд. Очень много места. На самом деле, я сейчас сяду, просто чтобы вы увидели, сколько места у меня еще перед ногами. До моих коленок достаточно далеко, а я высокий. Есть свет, ручки. Достаточно плавно опускаются. Подлокотник. 2 подстаканника, 2 USB Type-C, небольшая ниша, воздуховоды, сеточки, все закрыто, кожа не будет портиться, когда ваши дети будут пинать этот автомобиль. Динамики, очень маленькая ниша, еще одна очень маленькая ниша и ручка. Непосредственно вот так вы должны это закрывать, но вы можете это сделать так. Хорошо оформлен стеклоподъемник, ручка закрытия
также выглядит красиво. Такой благородный металлический цвет. Дверные карты забирают минимум полезного пространства салона, и это очень хорошо. Но при этом вот свой локоток сюда положить вы можете. Функциональность не потерялась. К заднему ряду вообще нет никаких вопросов. Панорамы у вас, конечно, нет, но в люк спереди можно посмотреть. Интересное оформление подголовников. Тоже, чтобы не воровать лишнее пространство, вдруг вы захотите сюда вот так вот положить руку. Задний ряд не богатый, но комфортный, самое главное, просторный. А вот спереди у меня уже есть вопросы. Первое — это отсутствие блока стеклоподъемников. Почти во всех автомобилях мира он находится здесь. И ваш мозг обязательно будет всегда тянуть сюда руку, пока вы не привыкнете. Я не привык. Память сидений. Ниша. С точки зрения красоты, да, красиво. Также по минимуму своровали пространство салона. Очень узко. Получается, при таком раскладе, если дизайнеры сказали, будем делать так и никак по-другому, то блок стеклоподъемников сюда бы и не влез. Полностью электрорегулировки водителя. Перфорированная кожа. Комбинация с обычной гладкой кожей. Снизу есть ниша. 12-вольтовая розетка. Ниша большая. Очень большая, что, скорее всего, позволило бы верхнюю часть опустить чуть ниже. Сейчас я объясню тоже почему. Регулировки руля механические, но диапазон хороший. Только что я говорил вам про нишу и вот про это пространство. Про провод это я сейчас расскажу, я специально его не убрал. Вы берете свой телефон, кладете его сюда, он заряжается вроде бы хорошо. Телефон периодически при резких ускорениях может сползать сюда, выше уровня бортика. То есть я могу вот так его просто толкнуть. И еще тут подстаканники, да? Когда мы поставим сюда какой-то стакан и захотим ускориться, телефон может попасть в стакан. В общем, неоднозначное решение. Зачем вот этот вот провод? Доисторический такой Type-C на USB. Когда я хочу подключить свой телефон и зайти в Apple CarPlay, а я не могу это сделать без кабеля. Притом у Hyundai в других автомобилях реализован беспроводной доступ Android Auto и Apple CarPlay. Здесь этого нет. При этом технологичная электричка, но если вы хотите пользоваться CarPlay, вот, вы должны это вставить вот в это. Сам центральный дисплей хорошего качества, у него прекрасный отклик, цвета хорошие, камеры, давайте сразу также посмотрим. С камерами тоже все в порядке, как, ну, у Hyundai всегда с ними все в порядке. Коробка передач. Как и на других Hyundai. Также ей удобно пользоваться, никаких нареканий. Климатический блок и горячие клавиши физические, которые могут быстро нам дать доступ к камерам, к медиа, к навигации и так далее. Регулировка громкости и здесь, и на руле. Датчик дождя, датчик света. И электронная приборная панель, настраиваемая, кастомизируемая под вас, как вы захотите. Люк у нас не на ручных регулировках. Быстро открывается. Когда мы нажимаем климат, сразу у нас здесь вся информация, подогрев и охлаждение, подогрев руля. И также отдельно можно включить только подогревы и охлаждение. Блок стеклоподъемников находится прямо после подлокотника. И это удобно, когда ты едешь. Тебе даже не нужно убирать руку. В подлокотнике есть два Type-C. Там где-то QR-код можете отсканировать. Или по ссылке в описании подписывайтесь на мой Instagram. Впереди много тест-драйвов, обзоров и всего интересного, связанного с автомобилями. Спасибо, что смотрите. Пока.